Здравствуйте, я Анастасия Куракина, я художник. Живу в Риме, закончила Римскую академию искусств. Итальянский язык для меня стал родным, потому что это язык искусства. Я начала его учить для того, чтобы перечитать дневник Микеланджело в оригинале. Итак, все по порядку. Моим дебютом в Италии стала победа на конкурсе «Святое семейство» в Модене. Я получила первую премию, и работа была выставлена в Музее святого искусства в Нонантоле и в соборе Модены. После выставки работа перешла в коллекцию городского музея. В 2009 году меня пригласили на выставку в галерею современного искусства в Риме. Там произошло очень интересное событие. Буквально за день до выставки в галерею пришел представитель знаменитой флорентийской семьи Маркезе Джулио Саккетти, который проработал в Ватикане 30 лет мирским патрицием. Он приобрел две моих работы в коллекцию своего дома-музея Палаццо Саккетти. В 2009 году меня пригласили в Лондон. Там я познакомилась с Ниной Лобановой-Ростовской, которая приобрела мою работу «Делец масок». Благодаря этому я познакомилась с изумительной коллекцией Никиты Дмитриевича Лобанова-Ростовского, в которую входят работы Бенуа, Лансере, Бакста, Коровина. Это дало мне творческий импульс для дальнейшего развития. В том же году я познакомилась с Марио Донатоне, игравшим в «Крестном отце», и сделала его портрет карандашом. В 2011 году я была одним из художников, которые представляли Россию в Музее римской цивилизации в год русской культуры в Италии. Другим событием стала победа с работой «Фетиш» на интернациональной биеннале юморизма в Толентино. У истоков этой биеннале стояли такие имена, как Федерико Феллини, Адольф Борн и Жан-Микель Фоллон. В 2010 году моя работа «Лики правды» стала финалистом премио Арте 2010 и была выставлена во дворце Перманенте в Милане и вошла в каталог современного итальянского искусства 2010 года. В 2013 году я была финалистом интернациональной премии Арте Лагуна и выставлялась в Арсенале Венеции, где обычно проходит биеннале. Сейчас я работаю с известным галеристом Джузеппе Марино. Одной из картин, которую он мне заказал, является аллегорический портрет директора коммуникаций железных дорог Италии в образе времени. Человек, изображенный на этой картине, плавает в тумане социальных сетей, и, разговаривая по мобильному телефону, он пытается найти путь в своей жизни. Эта картина представляет собой образ пожилого человека, который, если в нем было уже что-то заложено, становится только ярче, как солнце на заходе, и лучше, как настоящее вино. Здесь главным персонажем является маленькая девочка, которая только начинает жить. Перед ней лежит золотая книга, книга знаний. Игрушки она оставила сзади, потому что ей уже неинтересно. Она начинает играть во взрослые игры, и перед ней мы видим шахматы. Картина была вдохновлена произведением итальянского писателя Пиранделло «Uno nessuno e centomila», который рассказывает о троичности человеческой личности. Это маскмейкер. При изготовлении масок он теряет свое собственное лицо. На этом, пожалуй, все. Большое вам спасибо и до новых встреч!